Умная девочка. 12-летняя девочка жила с отцом в небольшом доме в пригороде. С тех пор, как умерла ее мать, отец стал для нее всем. У них были прекрасные отношения, они очень сильно любили друг друга. Однажды утром отец девочки сказал, что уезжает в командировку и приедет домой поздно ночью. Сказав это, он поцеловал ее в лоб, взял свой портфель и вышел из дома. Вернувшись домой из школы в тот день, девочка сделала домашнее задание и села смотреть телевизор. К полуночи ее отец еще не вернулся домой, поэтому она решила лечь спать. Ей приснился сон. Она стояла на краю оживленного шоссе. Легковые и грузовые автомобили проезжали мимо. Она посмотрела на ту сторону шоссе и увидела знакомую фигуру. Это был ее отец. Он держал руки у рта и, казалось, что-то кричал ей, но она не могла разобрать слова. Когда гул машин стал тише, она напрягла слух и едва смогла разобрать слова. «Не открывай дверь!» И тут девочка проснулась от какого-то громкого шума. Она приподнялась на кровати. Резкий звук повторился еще несколько раз. Потом раздался звонок в дверь. Она вскочила с кровати, надела тапочки и в одной ночной рубашке подбежала к двери. Посмотрев в глазок, она увидела лицо своего отца. «Подожди, сейчас открою», — сказала она и откинула засов, и уже собиралась открыть дверь, но в последний момент остановилась и снова посмотрела в глазок. Что-то в выражении лица ее отца было не так. Его глаза были широко открыты, он выглядел испуганным. Она вернула засов на место. Звонок продолжал издавать трель. «Папа!» – осторожно позвала она его. «Дзынь-дзынь-дзынь! Папа, ответь мне!» «Папа? Там кто-то есть с тобой? Папа, почему ты не отвечаешь?» Девочка едва не плакала. «Я не открою дверь, пока ты мне не ответишь». В дверь все звонили и звонили, но отец молчал. Девочка сидела, сжавшись в углу прихожей и слушая беспрерывные звонки в дверь. Так продолжалось около часа. Потом она провалилась в забытье. На рассвете она проснулась и поняла, что в дверь больше не звонят. Она подкралась к двери и снова посмотрела в глазок. Ее отец все еще стоял там и смотрел прямо на нее. Девочка осторожно открыла дверь и закричала. Отрубленная голова ее отца была прибита к двери гвоздем на уровне глазка. На дверной звонок была прикреплена записка, в которой было всего 2 слова: «Умная девочка».